Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты видишь? вижу, как Ирина учится водить автомобиль. Сзади сидит, не сзади, справа от нее сидит как сущность энергия. Э, Говорит газ, тормоз, поворот. Считывается как начальник проекта. Да, начальник проекта поражения. Угу. Хорошо, Виктория, отсоединитесь от всех ситуаций, поднимайся вверх. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ирины. Ирина, 1, 2, 3. И я ее вижу. А она идет. У нее свет как-то светит, как будто бы сзади свет. Она как будто бы идет по такому шару, а свет как бы из-за горизонта где-то, но сзади нее и спереди просто видно ее силуэт, лицо, а в руке вот держит автомобиль. Вот такой маленький, как игрушечный. Считывается как главный приоритет. Это ее желание. Я вижу, когда первая картинка шла, то как эта энергия, которая сидела возле нее, она увеличивалась, а она уменьшалась и ушла в то пространство внизу. А теперь у нее получилось, вот она в руке держит, а автомобиль выглядит как красный, красная энергия. Угу. То есть насилие, агрессия была проявлена по отношению к ней. И я вижу, что идет подключка от сектора магии. Она такая красная. И там красная энергия какая-то. Потом посмотрим. И серый такой шлейф уже в эгрегор. Считывается как эгрегор научения. Угу. Вот. И какое-то лицо у нее как маска. Оно даже звенит. Я постучала по нему. Я вижу, что ее лицо сзади, а спереди как маска такая, металлическая. Эм, Типа это она, но это не она. Угу. Хорошо. Пусть, Да. если Ирина хочет, все эти энергии пусть убирает, ложит в банку, снимает с нее и поднимается вверх. Она как-то разложила, знаешь, такие коробочки, как кубики, перед Угу. собой, вот так, такие стеклянные. Оно так раз завернулось и говорит: фу, какая гадость. Угу. Хорошо. Виктория, считай, эфирная ДНК Ирины, она ли это? Да, это она. У Спроси у нее нее разрешение. сердечной чакры проявилась подключка в секторе интерферентов и в сектор магии. Угу. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Угу. С чего нам начать, Виктория, посмотри. Я вижу, что от сердечной чакры, и вот так идет, знаешь, раздваивается две подключки. Одна черная в секторе интерферентов, другая красная. В сердечной чакре считывается ураган, вихрь, вот так крутится. Кто-то есть в секторе магии. В секторе магии кто-то есть. Приказываю, кто в секторе магии находится, проявить своим согласны во физической ДНК. Какая-то фигура вот так развешивает такие, вот так поднимает рукой бусы такие. Угу. Что это за фигура? Приказываю ему отвечать, кто он такой. Пусть назовется. Называет себя бабушка, выглядит как
программа в эфирном плане, как такая женщина а, огрядная, как в какой-то юбке по колено. А, М. но не то, что огрядная, у нее как бы таз такой широкий. Мгм. Говорит Татьяна, считывается Татьяна, бабка Мгм. Татьяна. Так, что это Татьяна делает в пространстве Ирины? Приказываю ей отвечать. Она говорит, мне заказали. Я Что и вижу, Мгм. что пришла какая-то женщина и монетку ей положила вот так раз рукой на стол, а под рукой а, кружочек такой, деньги. Мгм. Так, А что заказала положить на лопатки. И я вижу, что вот этот случай с этим вождением, это в то время было перед этим, Мгм. что именно вот эта черная фигура, это этот инструктор с этим духом, именно как бы был подстроен это вот этой магией. Так. Имя идет Татьяна. Мгм. А кто заказал у этой Татьяны эти Сейчас я пол посмотрю, Мгм. откуда оно пошло, кто это Татьяна. Это вот эта ведьма Татьяна. Мгм. И Так, она она дала сказала. мешочек Мгм. дала с травкой. И там какая-то внутри, как жемчужина. Мгм. Считывается наговор. Ну, я слышу наговор, вот так. Мгм. Так, а кто это заказал у нее этот Ой, как положить на лопатки? интересно. Сейчас, одну минуточку. Когда вот это наговор, я увидела вот эту черную энергетическую паутину, и это Татьяна шепчет. И вот эти энергетические потоки, у нее портал открыт. Эти духи так называемые, да, и Мгм. они так вот пробираются в пространство Ирины и вот так идут. Вот сначала они черные, а потом красные. И идут прямо к этому автомобилю, который, видишь, Татьяна идет, это ее имя, да. Ирина держит в руке. Мгм. А это, сейчас я посмотрю, отсоединюсь от этого. Кто Отс заказал? Отсоединись от этого. Кто заказал это, приказываю проявиться согласно эфирным ДНК. Сейчас идет такая картина. Вижу, как Ирина едет в электричке, смотрит в окно, и в окне отражается ее лицо. Темно за окном. Так. Сейчас не проявляется, кто заказал этот. Мгм. Что в этот момент? Какой ключевой момент? О чем Ирина подумала? Нет, это идет как М. переброс кармы из-за ее какого-то решения. Вот она сидит, сейчас я с ней поговорю. А Мгм. эту я, ведьму закрыла Заморозь. пока, Мгм. и эту заказчицу, она еще не проявилась. А сейчас я посмотрю, потому что эта ситуация находится в секторе магии, то есть она влияет на Ирину негативно. Сейчас я с Ириной поговорю в тот момент. Мгм. Она говорит, у нее какой-то чемоданчик, и она ну, чемодан небольшой с такой ручкой. Говорит, что она выйдет на последней станции. Я упрусь, говорит, в небытие.
А она говорит, что у нее как депрессия, она как на грани истерики, что ей надоел этот поезд и показывает, мне нужно ехать туда, и показывает на такой черный квадрат. И этот поезд так чух-чух-чух-чух-чух-чух едет. Что это за черный квадрат? А она не хочет туда ехать. Слышу сопротивление Мгм. навязанному долгу. То есть ее божественная душа противится этому. а, Она говорит мужскому, и я вижу, как в секторе магии находится ее розовое платье. А она как будто одевает мужской костюм черной энергии. М, Считывается как камуфляж. И вот она вот так закрывается полностью, как будто бы в скафандр такой резиновый. Одно лицо только видно. Лицо считывается «я победитель». То есть она не позволяет себе расслабиться. А, Она выполняет действительно мужскую роль. И Мгм. я ее спрашиваю, что она дала взамен этого костюма. И она говорит: "Мой свадебный наряд". Из сектора магии достают розового цвета платье и вот так его струшивает, и оно становится белым свадебным платьем, которое вот сюда проявляется в секторе принятия решений. Мгм. И говорит, что вышла замуж за идиота. Мгм. А я спрашиваю ее, почему она так говорит. И она показывает на мужа, который стоит, и в нем такая же вот эта черная энергия, которая была у этого человека, который ее типа учил. Может быть, это и он? Сейчас я посмотрю. Она не сказала, как мужа звали. Почему звали? Он что, умер? Умер, да. А. Да. Она говорит, что она приняла венец безбрачия, и в этот момент очень сильно задрожал, пошла реакция в секторе магии. И эта тетка, которая пришла колдовать, Мгм. она оборачивается, вот рука у нее вот там как бы приклеена вот так. И она оборачивается, смотрит, а все вокруг это черное на нее начинает обрушиваться. Прозвучало имя Зинаида. Кто это такая Зинаида? Зинаида, и я вижу, она заказала, а, э, считывается как Обряд? ритуал М. смерти, а в секторе интерферентов задание демонов. Буквально как будто бы м, кинуть назад на лопатки, знаешь. Мгм. Вот. Победить, я слышу, победить. Так, хорошо, давай вот этот посмотрим свадебный. э, Вышла замуж. Эту ситуацию. Э, Какой контракт она тогда заключила, когда вышла замуж? Тут как-то это все очень связано энергетически. В этот момент эта ведьма Татьяна перебирает эти бусы и говорит вот так. Они вот так движутся у нее. Мгм. И она говорит, что она найдет.
бусы сияющие такие. И она находит одну бусинку черную. Она говорит, что найдет привязку. То есть ее вот это колдовство Мгм. ищет в ее пространстве привязки к антимиру. Сейчас я посмотрю, на какое решение Ирины. Мгм. Посмотри, Виктория. Я вижу, свадьба, смеются люди и вот так вот цокаются бокалами. Да, это свадьба. Именно свадьба уже. И я вижу невесту, у которой такой черный каблук. И считывается программа взять мужа под каблук. Мгм. И это, то есть она выбрала, как бы взяла роль мужчины. Ну, это Мгм. всегда так бывает. Сильные женщины выбирают более слабых мужчин. Так, подписывает Ирина контракт, когда Сейчас я выходит замуж? Мгм. посмотрю, что там произошло. Я вижу, что в том моменте вот этот каблук какой-то, Мгм. на эфирном плане это выглядит, что там 2 какие-то бусинки, белая и черная. И она вот так как подавила каблуком на эту черную. Теперь мне пришло. Вижу, это символизирует это черное. Это мужчина, который не выполняет свою божественную миссию. То есть он не берет руководство на себя как мужчина. Я слышу управлять женщиной, то есть управлять ее счастьем. Поэтому у него или оно все связано. Он не берет ответственности за жену, потому что у него сильные подключки к антимиру. И я вижу, что когда она взяла под контроль этого мужчину, она как бы придавила его этим каблуком. И это тоже было как бы нарушение конов Вселенной, потому что была нарушена гармония. Не ею была нарушена гармония, так был уже мир устроен. Но в этот момент я вижу, что это бусина другая, которая символизирует ее, невесту. Она ушла в сектор магии. Я слышу в хранилище. Где сейчас находится эта бусина? У кого она находится? Приказывая ему проявить согласно его эфирным ДНК. В банку запихивай. Так, сейчас я посмотрю. Эта бусина находится, вижу, каркас, красный каркас автомобиля, как будто бы это с таких решеток автомобиль сделан. И Мгм. там внутри, как в коробке, энергия, считывается энергия разума. И я вижу, что вот эта разобщенность действий рук, ног и головы– это все магическое воздействие антимира. И вот эта программа «Положить на лопатки», навязанная программа, которая как бумеранг вошла в ее пространство на то решение подчинить мужа. Я так и слышу. Мгм. Нарушение конов Вселенной. Вот идет в сектор Ага. первобытного. Ну давай посмотрим, Виктория, тогда тот момент, когда она решила подчинить мужа, что там было, контракт, Да. соглашение. Давай посмотрим. Мгм. Пусть бы она сказала, как его зовут. Юрий его зовут, он Юра звать, написал. да? Мгм. Ага. Хорошо, сейчас я считаю, он ли это. Считай, Виктория, кто ее муж. Да, он находится по отношению к ней в секторе магии, и она до сих пор теряет энергию. И я вижу у нее какая-то как бусина черная в нижней чакре. Оно так и считывается. Ну, звучит как Юра, просто Юра. Мгм. Вот.
Я извиняюсь, когда я смотрю на этот шар в ее нижней чакре, во второй чакре, а, это подключка к Юрию, к ее мужу, и в этой подключке звучит: "Это мой пенис". Так, сейчас я посмотрю. Мне интересно, почему это так звучит. Это идет взаимный обмен энергиями, взаимное, я слышу, обменивание генетическим материалом. Мгм. А со стороны ее, у нее эта чакра так светится, и она говорит: "Это мой враг", на эту черную энергию. А из нижнего портала, где находится душа Юрия, ну, вот эти какие-то связки, даже не душа, потому что его душа как-то вверху, а он, эти частицы души, которые он потерял в вампире, забирая энергию у жены, он как бы ответственный, как вампир теперь имеет карму, то он как бы протягивает руки и просит освободить его. И он говорит: "Освободите меня". Он Мгм. буквально просит: "Ирочка", говорит, "Ирочка, освободи меня". Он просит прощения. Мгм. Ага. Так, Контракт посмотрим. да, я смотрю, у нее в сердечной чакре вот это розовое платье. Мгм. Что Как будто это бы за детское энергия? такое Мгм. красивое платье. Но с какими-то оно не просто розовое, а с какими-то, я вижу, красными сердечками, когда я его рассматриваю. Это программа. Что это за программа? Сердечки. Считывается вот эти сердечки, не знаю пока, что это означает, подлизывание под мужа, Мгм. коммуникация, принуждение. Теперь понятно. То есть он вынуждал Ирину на какие-то компромиссы. То есть она чем-то жертвовала ради мира в семье, вероятнее всего. Так, и вижу, что от этого платьица идет подключка в сектор интерферентов. Там какой-то Мгм. розовый шар огромный, Кто что розовая находится? энергия. Мгм. Кто находится в секторе интерферентов, приказываю проявить согласно его эфирным ДНК. О, Это вытягивается сначала этот эгрегор, считывается разбавленная кровь, поэтому он розовый цвет имеет. Ну, м. розовый- это красный плюс белый, скажем так. Мгм. Я слышу насилие плюс подчинение. Вот насилие со стороны темных, подчинение со стороны света, вот это белое. И получается вот это розовое, розовая энергия любви. Вот какой любовью ошарашивала Елена Гилео весь мир, накрывала полотенцами, да? Теперь сколько лет прошло, оно наконец-то проявилось. Вот. Мгм. Так, хорошо. Кто там хозяин этого эгрегора? Приказываем проявить согласно его эфирным ДНК в банку его. Там кто-то как будто бы в фраке в черном, какой-то угловатый фрак, что-то с места на место перебрасывает, очень психует. Приказываем отвечать, кто он такой. Теперь он проявился как зверюга какая-то огромная, а, человекоподобный силуэт, ну, морда у зверя какая-то, с зубами с такими. Считывается как упырь, вампир, упырь.
демон власти над душами, Люцифер. Мгм. Так. Есть у него частички души Ирины? Он показывает такие розовые бусы. Они вот такие, целая цепочка бус. Первая бусина черная, потом какая-то красная, потом более розовые, потом светлее розовые, потом такие прозрачные, какие-то пустые, потом сияющие, заканчиваются в секторе Первотворца, и там я вижу ее сияющее лицо, но молодое. Мгм. И оно считывается, вот эти бусины, как она говорит, моя связь с Первотворцом, говорит, ушла в преисподнюю. Мгм. Так, а почему эти бусы на одной нитке разные цвета? Я вижу вот эту черную бусину. Она такая, ну, темно-темно-серая, почти черная. И я слышу, вижу, как будто бы кто-то бьет. Ну, вот этот демон бьет по этой бусине. И слышу сила воздействия разная. И вижу, что каждой бусине идут отдельные подключки. Мгм. Эти подключки, это что там на тех концах? Разные события? Сейчас я посмотрю. Они все заканчиваются, вот те, которые вот розовые, Мгм. они заканчиваются... О, Господи Боже, я просто увидела, как, э, как вход. Я слышу, так и считывается матка, как это шейка матки, только Мгм. перевернутая вверх ногами. А считывается как эгрегор власти антимира. То есть это вся система, все устройство. Я слышу перипетии. Сейчас я рассмотрю Мгм. эту штуку. Сверху оно как стекло, стеклянное, как стекло, Мгм. прозрачное. И такое какое-то острое. А внутри как будто бы есть такой слой, куда прикрепляются живые души. Там люди как будто бы прикреплены, их частицы душ. Там считывается предательство. И я вижу, что это предательство себя. Вот как лицо Ирины, когда она ехала ночью, чувствовала безысходность, одиночество. Вот. Ей бы надо было себя как бы, ну, как бы поменять отношение к этому. И тогда бы вот этого потери энергии не было бы. Да. Мгм. Так, вот эти частички души, какие из них связаны с этой контрактор свадьбы? Сейчас я вижу, она как невеста в фате и Мгм. держит эти бусы вот так, как будто бы цепочки событий. Вот оно пришло, что это за бусы. Мгм. Цепочки событий. И она их вот так берет, они так перекатываются. Вот так. И она Мгм. смотрит, в результате эта цепочка разорвалась, которая вела к первоисточнику, и получилась такая петля, вход и выход в одном месте. Там
у Антимира. Я вижу, что эта петля, она имеет такую, как сложный такой. А, я думала, что это морской узел, а оно такая петля и так замотана как-то. А мне пришло, что это для повешения этого. Казнь, Мгм. веревка это. Так. Надо Давай, посмотреть, Виктория, когда оно посмотрим этот контракт, на что согласилась Ирина. так. Считывается быть под каблуком у дьявола. Мгм. А вот эта программа, ну, под каблуком у дьявола. Мгм. И в этот момент эта Татьяна ее как ошпарила. Вот так. Мгм. Это ее же черная энергия. А Так. лицо, так, чье-то лицо как будто бы, так, энергия так выходит. А это Ирины. С этого портала выходит это лицо, как бы ее эфирная ДНК. Мгм. Я передаю Ирине, что она девочка, что ей нужен муж заботливый, который будет заботиться. И я вижу, появляется такой какая-то картинка, как будто бы маникюр делать, знаешь, лаком. Мгм. И я ей передаю, что она сейчас может отменить свое решение, подчиняться устройству и кодам антимира и семейному коду антимира и принимать коды управления человеческими душами от Первотворца. И я вижу, как меняется местами она своим мужем. И точно так же она в этом автомобиле тоже поменялась местами. Она вдруг оказалась на сиденье инструктора, а считывается управляющий событием. Мгм. И она говорит, вот так смотрит а эта ведьма сильно-сильно уменьшилась. И эта Зинаида тоже звучит, тоже уменьшилась. И она говорит, что вот она так наклонилась, Ирина наклонилась, Мгм. и как такую повину берет между антимиром и магией эту Мгм. петлю. То есть она уже не держится на принятии решений. Я вижу, там что-то разбилось. Сейчас я посмотрю. Посмотри. Я слышу, что расторгнута свадьба с Люцифером. Мгм. Снова это идет, что когда, видишь, как получается, когда хорошие девочки выходят замуж за мужчин, которые не готовы, не умеют брать ответственность за свою жизнь, и, естественно, они не могут взять ответственность за чужую жизнь тоже, то на тонком уровне получается, что это фактически женщина принимает все программы мужа, а если он подключен к Люциферу, то значит личный контракт получается типа из Люцифера. Мгм. Я вижу, у Ирины появляется как будто бы нож такая какая-то вот штуковина, вот отсюда как-то оно вот так. И она говорит, это ложь, дисгармония. И я вижу, Мгм. как она вышла с этого прозрачного стеклянного эгрегора, она просто как будто бы эта символическая матка разорвалась в одном месте. Она просто взорвалась, и она вышла. То есть не через этот проход, Мгм. а вот так сбоку. Как будто бы ее вырвало туда, вынесло вверх. И она вот встала, и крылья у нее появились. И она так смотрит сейчас на эту Зинаиду.
Пусть приказывает этим магам забирать ихними руками все их воздействия и карма дает. В этот момент я вижу, как эта железная маска, которая была в пространстве, вот так падает. Это программа бессилия, то есть бороться, потому что женщина вот, ну, не должна бороться сама. У нее должен быть кто-то, кто ее защищает. А ее защищал типа упырь. Так и звучит. Ее внимание, не хватало внимания к первотворцу, наконы Всесвіту, чтобы, перевожу на русский. Я слышу, щоб обороняти себе, ну, чтобы защищать себя, то ей нужен защитник. А защитник всегда рядом. Это коны первотворца, коны чистого священного Всесвіту. Мгм. Хорошо. И я вижу в секторе миссии, она говорит, мы подыгрывали антимиру. Интересно. Я ей сейчас передаю, чтобы она почистила все ее пространство, приказывала всем этим колдунам убирать все воздействия. Я вижу эту поезд с этим лицом отраженным, и она выходит, эта энергия вверх ее, а это лицо как бы уходит в другую сторону. Она расторгает контракт, Мгм. Пусть подчиняться. приказывает, да, пусть Люциферу приказывает убрать все его воздействия со всех событий, воплощений, пусть забирает и карму. Пусть Ирина истинным виновникам отдает. Всем вампирам на всех этих уровнях. Да. Во Вот. всех уровнях, во всех временах, всем насильникам, магам, интерферентам, кто Вот, проявлял да, я вижу этот против конов, страх. да. Мгм. Я вижу, что страх вождения автомобиля, он связан со страхом, этими ночными страхами, связанные с командировкой, с незащищенностью, с этой неженской работой. Вот я вижу, как она как будто бы под раковиной сидит, ремонтирует э, на кухне что-то. Э, Сместитель. Смеситель, да. Сместитель. И потом я вижу, как... Сейчас куда-то я улетела. Вернись. Вот, вернулась. И вот этот страх, вот этот квадрат черный, то есть страх будущего. Потому что женщина так устроена, что ей нужно видеть, понимать будущее. То есть мужчина, который не дает этой четкой картины, который возле нее, то есть он как бы отбирает ее естественные настройки женские, да. И вот она, я вижу, как будто бы уцепилась в руль, и вот эта нога черная, то есть считывается колдовство, вот оно. Я ей передаю, что она хочет управлять своей жизнью, своими умениями водить автомобиль, и никогда не поздно. И даже если автомобиль у дочки, она может садиться и ездить. Это не имеет никакого значения. Пусть она в том моменте уберет, приказывает убраться всем этим магам, колдунам и уберет этот страх. Мгм. Потому что Пусть ее Ирина, да. истинный муж и истинный отец и истинный защитник– это первотворец, коны первотворца. Пусть Ирина посмотрит эту генетическую её память, очистит от всех страхов, от этих зарядов негативных, очистит. Я вижу, она забирает эту подключку в нижнюю чакру и говорит: Юра, уходи. Перерезает это, поднимается вверх. Я передаю и говорю ей, чтобы она передавала Юрию, чтобы он тоже отказывался от этих чужеродных программ, поднимался в высокие пространства. И он как-то как будто кувыркается. Благодарит Мгм. ее. Хорошо.
передаем Юрию, если он хочет алгоритм освобождения, Так. если он хочет, пусть он выберет место, где отдыхают души, уйдет туда и закроет за собой порталы. Пусть подготовится, я посчитаю на 3, Ирина его отпустит, и он уйдет туда, куда он хочет. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Ну, очень интересно, как это происходит. Вот Мгм. как будто бы стоял вот такого как будто бы стол, как пюпитр такой. э, Идет информация с ручкой, что теперь он может расторгнуть свой контракт, что души тоже невоплощенные могут расторгнуть контракт. Вижу в тот момент, когда Ирина убрала эту подключку, он смотрит, а у него тоже на его достоинстве подключка. И он ее просто берет, снимает, расторгает контракт и выходит. Я вижу, что он как бы спиной к первотворцу, вот так его как бы энергия подтягивала, а потом эта черная упала, и он обернулся лицом к первотворцу, и захлопнулся этот портал. Я ему передаю, чтобы он закрыл все порталы, отсоединялся. Мгм. Да, и вот это слышу слово дисгармония, чтобы он от этой дисгармонии и выходил с этого эгрегора и забирал всю его энергию. И вижу, как этот шар, как бусина в этом автомобиле красном, который был как будто бы из таких труб красных, оно лопнуло, и изо рта у Ирины какой-то черный шар вылетел. Сейчас я посмотрю, что. Что это за энергия? Виктория, посмотри, как она считывается. Она считывается как магия, насилие. А почему она держала это во рту? А не во рту, а вот здесь это было, где пятая чакра. Вижу такой шар и как будто бы такой пруд, который закрывал сердечные, плечевые чакры. Мгм. А, Там вот эта какая-то конструкция прорисовывается. Вот эти чакры, они соединены друг с другом определенным алгоритмом. Я передаю, чтобы она вернула жизнь и гармонию своему эфирному телу, отсоединилась от всех чужеродных взаимодействий и вернула из сантимира всю ее энергию, а всю синергию с антимиром пусть уничтожит. Пусть отделит свое, я вижу в секторе интерферентов, там как будто бы жжет их, они обожглись, потому что вот эта серая энергия, разбавленная, да, все, они пытаются всю концентрированную энергию творцов разбавить, чтобы негативом, чтобы можно было потом ей, этой энергией питаться. Мгм. Я передаю, чтобы она сейчас приказывала этой Зинаиде, потому что она еще находится в этом пространстве, и Татьяне убирать всю их магию, применять к ним же. Я вижу, как Ирина сильно увеличилась и буквально толчет их, как будто бы в бочку засаживает. И вот так, как ногой стукнула, они полетели. А Ирина поднимается вверх, и я вижу, она отламывает вот этот каблук из Мгм. ноги, с левой ноги. Мгм. И когда она это отламывает, то вот эта черная связь, которая та энергия, которая закрывает первотворца, она тоже отваливается. Хорошо. Пусть Ирина все чужеродное почистит, отправит на аннигиляцию или в портал. Смотри, вот эта матка, которая была, да, антимировская, она вверх ногами, она устроена как тор, вот с таким входом. Мгм. И м, у Ирины тоже, она находится в этой материи жизни, в этом торе,
И оно считывается тоже как матка. В смысле то пространство, где Творец творит. Мгм. Вот как у женщины это священное место, где творится жизнь, где превращается энергия а, в физическую плоть. Вот точно так же все пространство чистого, очищенного человека, Творца, становится, я слышу, местом проектов для воплощения. Мгм. И вот этот Тор, который мы видим, это как раз и есть гармония, процветание и э, творчество. То есть весь потенциал Творца, который он использует для превращения идей, энергий, желаний в материальные вещи и события. Мгм. Хорошо. Пусть Ирина призывает все ее частички души, потенциал, энергию со всех событий через фильтр, чтобы к ней приняла только соответствие ее эфирной ДНК, а все чужеродное отправляет на аннигиляцию. Да, это происходит. Она буквально как будто бы сверяет свое, не свое. Я ей передаю, чтобы она очистила все функции своего распознавательного инструмента, чтобы она отделила все чужеродное от ее первичного, чистого, божественного, священного ДНК и уходила в самые высокие пространства, оставляя себе всю энергию и потенциал, и пусть она разрушит всю синергию с антимиром и восстановит процессы и творения и Творца. Мгм. И она говорит, идет от нее, с ее пространства, что вернутся моменты творения. Что это обозначает, Виктория? Я вижу, что много-много творцов, которые вот поднимаются как будто в какой вот в сектор первотворца, и как бы набирается определенная критическая масса, и начинают они влиять на события. Я слышу на реальность, не только свою, но и в окружающем мире, во Вселенной. Мгм. А мы как человеческая раса, то есть на уровне человеческого разума, я слышу польза для всех. Хорошо, да. Я передаю Ирине, чтобы она вернула коны творцов и начала творить в ее личном пространстве жизнь, гармонию, процветание, молодость, достаток. Все, на что заслуживают творцы жизни и процветания и гармонии. Мгм. Ух ты! Вижу, как она гасает, ездит на автомобиле. Вот едет к первотворцу, встала, похлопала м, по автомобилю, белый автомобиль. Уже Мгм. энергия белая, да. Хорошо. Давай, Виктория, посмотрим на эфирное тело Ирины, что какие энергии чужеродные, как она выглядит, если что. Ну, смотри, сейчас вот, касательно этих аспектов, то она это проработала и выглядит как, я слышу, высочайший дух. Буквально как яблочко, энергосфера. Мгм. Вот. Там вначале она по банкам распихивала энергию, которую снимала с ним. А вот То есть, они. Сейчас я ей передам, чтобы она все это отправляла в портал на утилизацию, на мгм, полную аннигиляцию, и чтобы Ирина очистила все ее пространство и стерла со всех информационных полей любые взаимодействия с антимиром. Она божественная душа,
Священный Святой Дух, и я вижу, как ее из сердечной чакры такой свет идет, и буквально эти энергии темные, они так сползают. Я передаю, чтобы она очистила весь свой род, свою семью, передала информацию своим детям, внукам, М, а также пусть да, очистит от генетических примесей чужеродных энергий все ее пространство рода, потому что род– это генетическая память, и пусть она очистит генетическую память своего рода от чужеродных энергий антимира, и пусть наполнит свой род энергиями жизни, процветания и гармонии. И вот это снова я слышу как пение. Вот эта легенда про птицу Гамаюн, да, она имеет обоснование. То есть человек свободный, он как будто поет в унисон с гармонией, с гармонией мира, священного мира. Мгм. Хорошо. Все. Так. Спроси у Ирины, что-то ей еще мешает? Говорит мой первенец. Мгм. И я вижу, какая-то подключка идет от сектора магии в ее. Она тоже считывается как сердечная чакра, вторая почему-то. Я вижу, что почему сердечная, потому что вот она связана. Все вот эти чакры, они между собой связаны и образуется как кристалл такой большой. И сердечная, потому что матка символизирует творение, переход из, скажем, духовного, с духовной сферы в материальную по желанию сердца. Поэтому это имеет прямую связь с сердечной чакрой. И она говорит: вернуть моего первенца. Мгм. Я слышу, что вот эта смерть первенца, это раздор. Сейчас я посмотрю. Мгм. Какой-то раздор в секторе магии находится. Кто там находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Я вижу там событие. Она как будто бы срывает с себя венок, вот этот супружеский, ну, свадеб, Мгм. святой, и бросает. Она... Сейчас я посмотрю, что это означает. Посмотри. Оно считывается, вышла замуж не за того. Мгм. Дисгармония. Это не ее родственная душа. И смерть первенца– это как прямое доказательство. Сильные подключки от антимира. Я вижу, она забирает этого первенца с этих энергий, берет его на руках и выносит с этого пространства. Идут слова, что меня там нет и тебя там нет. Переносит его в свет первоисточника. Мгм. Пусть она очистит его, родит заново, светлым, без подключек, даст ему жизнь. Ага, слышу, Наташа. Мгм. Лицо ее вижу. Мгм. Это она первая не получилось, да? То Ну, есть, наверное. мгм. Хорошо. Пусть Ирина позаботится о ней.
Я вижу, что такая картина идет, что она беременная, Ира беременная. Ты Мгм. здесь? Да, я здесь. Такая красная энергия внутри, агрессия, и такая черная книжка. И она листает эту книжку. Огромная книга. А Ира листает эту книжку. Что это за книжка? Слышу убийство. Черное. Это, наверное, что в аспектах. Рассказ про войну Олеся Адамовича. Здесь. Или другая какая-то. Так, и Да, что? Мгм. Что произошло, когда она читала эту а, книжку? она говорит, вот этот Адамович или Адамович, он находится в секторе магии. И она говорит, что она передала своей дочери злую информацию. Мгм. То есть вот эти вибрации, эти энергии она передала также ребенку. Мгм. И сейчас она это отменяет, и я вижу, как эта вот энергия уходит от ребенка, и она эту книгу вот так вот скомкала в такой шарик, и он превратился в такой маленький, и она бросила. Этот книга, я слышу, воспевает, этот Адамович, воспевает злость. То Мгм. есть это как русская литература виновна в том, что россияне поддаются программам жертвы и идут на убой, на войну, других убивать и себя то же самое. Точно так же, как это оно у- имеет прямое отношение, потому что то, что мы читаем, это то же самое, что если бы мы в этом участвовали лично, потому что мозг не делает разницы между тем, что мы какую информацию читаем, смотрим или мы сами здесь участвуем. То есть он воспринимает это как событие, которое реально произошло с самим человеком. То есть человек обретает как бы вот этот опыт. Соприкасается с этим опытом, принимает эту информацию. Да, да, да. Хорошо, пусть Ирина отдает карму этому Адамовичу, отказывается читать, изменяет все события аналогичные со всей информацией, которой она соприкасалась, пусть отказывается от всей чуждой информации. Я вижу, как слышу Наташа, и выходит энергия, как шар большой с антимира. Мгм. И я передаю, чтобы Ирина вернулась с каждой из моментов, когда она принимала неправильные решения и передавала своим детям, дочкам какие-то негативные энергии, подключки, чипы, импланты. Пусть она все эти взаимодействия уберет с антимиром, с ее пространства и во всех временах в пространстве с ее даже будущими детьми, потому что это ее пространство тоже. И пусть она сейчас родит вот Наташу. Мгм. Чисто, без подключек, защищенную. Ну, я вижу, что она ее родила, как шарик такой, как бусинку. И очищает, держит в руке и очищает, как будто бы от таких какой-то, я слышу, плесени. И пространство Наташи вот так вдруг э, как вспыхнуло, и как шар большой. Да. Мгм. А Ирина говорит, я чистая. Я вижу, как она прям звук слышу, как отодвигает такую черную стену, вот этот квадрат черный. Я передаю, что это насилие, все эти воздействия на людей, связанные с лжерелигией, вся эта система вещей. М, Пусть Мгм. виновники этой устроенной матрицы забирают всю карму,
за воздействие, за втягивание невинных душ в эти все взаимодействия и получают карму по заслугам. Мгм. Приказываем антимиру забирать техними руками все эти воздействия, сознание чистого человечества и карму пусть забирает. В этот момент я вижу, как у нее хрустнул такой, слышу и услышала хребет, то есть позвоночник, он вот так искривлен. Мгм. И вижу, как сверху, как тор такой черный, вот так закручивается, знаешь, как этот крутится вихрь. Мгм. И это тогда, когда С это чем это? Лена или Мгм. Лена, у нее вот так. Один ребенок как будто бы с левой стороны, Наташа считывается, вот здесь. А здесь поменьше такой шаг. Мгм. Какой-то Это в аспектах она говорила ситуацию, когда она подумала, что если бы она чувствовала, что чувствует ее дочь, она бы могла ее помочь ей. Давай посмотрим в этом событии, что произошло. я слышу. Эмпатия. Мгм. Это закон. Это как закон Вселенной. Если мы чувствуем сами боль, тогда мы сочувствуем другому. Мгм. То есть она чувствовала, что происходит с дочкой, вот эта скрученность тела. Она как бы неправильно, не в ту сторону направила свое внимание. То есть она как бы приняла вот программу дочки, а на самом деле подключку этого. Мгм. Но я вижу, что ее мысль должна была быть направлена на будущее, на исправление этого. Буквально вот так, чтобы сияющий, потому что Тор, когда работает, то он прямо работает, вот так, так кружится, и энергия в виде яблочка. Мгм. А вот этот, он так закручивается такой спиралькой и точно так же выглядит, как ураган. Он крутится, может менять свою эту Движение, амплитуду. движение. Да. Мгм. И я вижу, как Ирина берет и открывает этот черный квадрат. Он внизу как бы, и там вихрь этот. Там ее энергия находится. Нет, я не знаю, что она делает. У нее под ногами вызывание духов. И М. она его, этих духов вот так перетаскивает в сектор интерферентов. Она как будто бы, знаешь, с одного места в другое перебрасывает. И говорит, что она, вот я зажигала свечки, говорит, я зажигала свечи для Люцифера. И говорит, что она молилась ему. Я передаю подсознанию в каждый из тех моментов, подсознанию Ирины, что мы уже отменяли все эти моменты, ее рациональная часть отказывается на всех уровнях сознания, подсознания, всеми фибрами души от любого вызывания духов. И И вдруг подчинение. проявляется, Мгм. да, и Да. вдруг, когда она это вот убрала, это в секторе магии появился какой-то персонаж, который как будто бы пытается что-то вот так поставить, какой-то инструмент, который должен излучать что-то, но он не излучает, и он начинает вот так бить его, типа поремонтировать. Черный плащ, верх весь красный. Илья.
считывается как Илья Монастырский. Он тоже подкаблучник, то есть потому что он не выполняет коны священного Всесвяту, он Мгм. не берет руководство и заботу о своей женщине, о Моне, а наоборот ею питается. Поэтому вот такая сильная подключка и произошла. То есть там перекос в его пространстве. Я его закрываю в эту банку, в квадрат, Мгм. тоже какой-то, как куб Куб. квадратный, Мгм. и приказываю отвечать, что он делает в пространстве Ирины. А он так пищит, что она его. Почему это она его? Почему он считает, что она его? Я вижу, что он вот так палец свой просунул в такой кружок. И он выглядит, этот кружок, как красный такой, э, как колесо такое. Мгм. Это символ Цельнозора. Я передаю ему, что он ошибается, что Ирина уже много раз отказывалась и сейчас отказывается на всех уровнях сознания от взаимодействия со всеми эзотерическими практиками, отказывается принимать в ее пространство все чужеродное, все, что сотворено антимиром, Люцифером. И при- э, говорю ей, чтобы она приказывала, если хочет, чтобы этот Илья убирал все воздействия. Я вижу, как этот дух его Мгм. вырывается и вот так шух, уходит, а Ирина затаптывает пяткой снова. И у нее нет уже а, этой Инструмента. подключки, Мгм. каблука типа этой программы подкаблучницы. Хорошо. Пусть Ирина отдает карму этому Илье, этим Люциферу, всем виновникам истинным. Она поднимается как в сектор Первотворца, и вижу такую, я слышу рамка какая-то в виде такого овального лица. А я смотрю, а это лицо как дьявола. И она это отрывает и выбрасывает в портал на утилизацию. И я Мгм. вижу, как она выходит вверх, и как будто бы руку кто-то подал. А кто это? Кто это ее руку подал? Слышу. Мы. Мгм. Кто это мы, Виктор? Сейчас я посмотрю. Мгм. Ну, я говорю, так это же я. Мгм. Ну, мы это Понял. ты и я. Ага. Вот. И она вот так смотрит на себя, а на ней такая программа, она э, это как стеклянная или ледяная программа, как будто бы человек вот так стоит во льду в таком. Сейчас я посмотрю, что это и когда это Что это? прицепилось. Мгм. Посмотри, Виктория. Она считывается болезнь сердца. Странно. Мгм. Что это за энергия? Какие его свойства этой энергии? Это связано с желаниями, и этот какой-то механизм воплощения желаний. М. Так, что это за механизм? Где он сейчас находится? Он в ее пространстве, слышу, захвачен. Там Что есть это было? специальные, да, сейчас посмотрю. Когда это произошло, что она потеряла этот механизм? Что это за событие было? Я вижу, она что-то читает, книжку. Она по отношению к себе в секторе магии. То есть она это самогипноз. И слышу мессинг. Мгм. Что произошло, когда она читала эту книгу в эфирном пространстве? Я слышу скручивание сознания. Мгм. Вот этот А, вихрь черный проникает.
А что, она какие-то программы Гипнотическая приняла? зависимость. Мгм. Ну, это работает приняла, я слышу, приняла за истину, а все, что мозг квалифицирует как истинное, значит, оно идет в подсознание. Мгм. Я слышу, разрушила самопознание и разрешила уйти. Вот, я вижу туда вниз, подключиться к антимиру. Мгм. Так. Видит Ирина последствия принятия этого гипноза? Да, видит. Если хочет, пусть она зайдет в тот момент, ее сознанием теперешним откажется верить этой информации, откажется принимать гипноз, отдает все чужеродное гипноз истинным виновникам. Я ей передаю, чтобы она вернула свое творчество и свое право руководить всеми процессами в ее жизни. Мгм. Одновременно вижу, как вылетает этот каркас красной машины, неумение водить автомобиль. Все уходит, и вот эти все очищается, подчищается, это колдовской, этот эгрегор, и ее пространство вот так как-то расширяется, и прям чувствуется такая твердость, мощь. Вижу ее истинное лицо, как она сейчас выглядит, уверенная очень в себе. Мгм. Мгм. Пусть Ирина возвращает все вот эти механизмы, все частички души, потенциал, энергии через фильтр, все, что принадлежит ее руку, разуму, пусть возвращает. Вздымается вверх, как ангел. Мгм. Что-то держит, как детей здесь. Сейчас я посмотрю, что это. Это эти бусы, говорит, мои события. И они такие, вот она просто вытягивает их, как такие, и передает, как в сектор будущего. Очищает, я ей передаю, чтобы мы зашли сейчас в тот момент, когда она полностью очистит каждое ее событие, каждую ее мысль, каждый ее сон и каждое ее слово, каждое ее действие от взаимодействия с антимиром и наполнит светом, гармонией, будущим, жизнью. Все И ее она просто. поднимается вверх, и я слышу, я жива, Мгм. да. Хорошо, Виктория. Посмотри сейчас на Ирину, как она выглядит. Она вот так, руки вверх, и вся сияет. Мгм. Хорошо. Спроси тогда у Ирины, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Она что-то сказала, прошли мимо. Ага, пусть она покажет, о чем мы прошли мимо. Сейчас она вот так показывает, как будто бы ложится спать. Какой-то сон. Да, этот сон, который вот люди лезут, как муравьи, по лестнице. Что-то Мгм. важное. Хорошо, давай посмотрим, Виктория, когда снился Ирине этот сон, что происходило в этом сне. Я слышу, кто-то как будто бы подначивает кого-то с энергии такие. Давай, давай. А, Мгм. Кто это там подначивает, приказываем ему проявить согласно его эфирным ДНК. снова эта сущность проявилась. Сначала большая, потом сильно уменьшилась. Выглядит как человекообразный, с такими длинными захватывающими руками, с когтями, и морда такая с зубами. Люцифер считывается. Мгм. Считывается прямой доступ к подсознанию. Нужно посмотреть, каким образом, кто ему дал разрешение.
Где это было событие, когда Ирина открыла ему прямой доступ? Что это было за событие, контракт? Пусть Ирина покажет. Так, я как будто бы летаю в каком-то пространстве и как бы трогаю, пробую. И там увидела один черный шар, который связан с другими. Мгм. Что это за черный шар? Так, там событие. Мгм. И я вижу ее лицо, и она смотрит в какую-то пустоту, и у нее на лбу образовывается как колесо, символ Цельнозора. Так, а где находится Ирина в этом событии? Значит, кто-то говорит, я умыкнула. Умыкнула правды. Сейчас я посмотрю. Я что-то... Давай отсоединюсь. Отсоединись, Виктория, от Так, остальных я всех выйду ситуаций. с этого пространства, очищаюсь. Да, я вижу. Очищаюсь, поднимайся вверх, Виктория. Очищаемся вместе. И Ирине говорю, чтобы она Очищаемся. поднималась вверх и Мгм. просто показала то событие. Она Мгм. говорит, я умерла. Я вижу, как в секторе магии проявился снова Илья, и он вот с этой штучкой, своим колесиком, своим символом, которым как бы заглядывает, через которое это как призма, через которую он заглядывает, смотрит в антимир, в прошлое, а на самом деле он типа говорит в будущее, то есть формирует будущее на основе прошлых решений. Так, Мгм. ам, что он там видит на зацепку? Приказывай Илье отвечать, что он делает в пространстве Ирины. Он говорит, что ищет отмазку. Говорит, что Мгм. он должен оправдать себя. И что он нашел? Приказываем ему показать, что он нашел. Он нашел как будто бы огромный такой, и он говорит, ее эмбрион, огромных размеров эмбрион, который раз в 1000 больше его, и он этот эмбрион вот так взял. Я слышу зачатие Ирины. Так, и что М. произошло? Мгм. Так. Я вижу, как душа Ирины радуется, что идет на воплощение, и заходит в этот черный портал. Так, какой-то контракт был. Мгм. Давай посмотрим, Виктория, что за контракт, когда этот контракт она заключила. Снова Когда я она... слышу, ну, это идет уже, как слышу, я умер. Мгм. И вижу в секторе интерферентов похороны Сталина. М. Вот он лежит, Сталин лежит, и идет информация, что она похоронена со мной. А М. где Ирина в этой ситуации? Я ее не вижу пока. Мгм. Сейчас посмотрю. Смотри, Виктория. А я вижу, вот так идет. Он как будто лежит на таком столе, мертвый, черный весь, жуткий. А она как будто бы вот так согнулась вся, и как этот эмбрион, и вот так под этим столом. И он говорит, что он вошел в нее во время зачатия.
Говорит, потому что он маг, и он орет теперь, что я убил вас всех. Мгм. Так, спроси у Ирины, почему она позволила, чтобы он вошел в нее во время зачатия. А как он мог зайти, если она позже родилась, чем он умер? Ну, это ж эфирное пространство. Сейчас я хочу посмотреть. Давай посмотрим, Виктория. Ну, вот оно что. Это то, что я видел. Он смотрит сквозь этот символ цельнозора, а человек, который, я слышу, соглашается принимать это в свое пространство, он как бы разрешает руководить. Мгм. И я вижу, как сейчас Ирина, вот там, где она вот так была, как эмбрион под его могилой, она вот так встает, и его гроб этот ломается надвое. Мгм. Он считывается как упырь. В нем дух упыря. И я вижу, как Ирина поднимается вверх, как ангел, которого тащит и она тащит на себе этого черного ангела, а он как мертвый. Сейчас я говорю, чтобы она сказала мне, куда это она его тащит. Она тащит его в сектор первотворца и будущего своего. Мгм. Спроси у нее, зачем она это делает. А она говорит, что у нее контракт, Мгм. разрешение. Давай посмотрим, когда этот контракт был заключен. Так, сейчас я посмотрю. Еще Мгм. поруководи мною на Вот физику. вот этот момент, Виктория, когда она пошла на воплощение, она зашла в какой-то там черный портал. Давай посмотрим это событие. Так, Скинь. я вижу, у нее тоже есть такая сейчас. Мгм. Тоже вижу, такая же, как лупа такая. Она вот так держит, только сияющий такой знак. И она как бы смотрит туда, и я слышу, находит будущее. Это же то будущее, о котором он говорил. И она находит будущее. Мгм. От этого Она его, зачатия. вот этого всего, этого Илью, как он придет, как она соглашение поделает, все, 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 все. Потому что он тоже все спланировал, потому что эта матрица все планирует. Мгм. Вот. А она тоже смотрит, то есть у нее это на каждое действие есть свое противодействие. И она смотрит, находит свое будущее. Мгм. И говорит, что ей нужно исправить все. Что это значит исправить все? И показывает вот этот шлейф, который я видела, черный вихрь над головой, Мгм. который у нее и у ее дочки, который искривляет ее, искривлял. Мгм. Она говорит, что нужно исправить стержень бытия, вот этот, который закручивается вот так и выходит, как тор сверху, и вот так закручивается, вот так вот. Говорит, что иглу познания, она вот этот вихрь, который вот так идет, называет иглой познания. Говорит, что нужно восстановить иглу познания. Мгм. Так, как она хочет восстановить эту иглу сознания, познания? Мгм. Как она запланировала? Она говорит, мне много дано, и много спросят. И она показывает, что она свою энергию, как такие бусины, вкладывает в какие-то штуки, которые
уже не круглые, а как стручки такие черные. И она берет их, вкладывает туда, вкладывает. Эти события? Сейчас она говорит, разберусь, Мгм. осознаю, уберу ось сознания демонов. Вот этот вихрь, который искривляет ее позвоночник. Вот почему она она же творец, и таким людям нельзя думать что-то неправильное. Нужно очень следить и говорить, думать, действовать правильно, потому что творцы творят. И вот она когда подумала тогда, что если бы вот она это чувствовала, она бы помогла. Это, с одной стороны, было негативно, но позитив в этом тоже есть, потому что таким образом она прошла этот путь и Мгм. все поняла, и может с этим всем разобраться и изменить. А сейчас она говорит, что она нашла другой путь, говорит путь сознания или осознания и показывает на эту иглу познания добра. Она говорит, она отказывается, говорит, мне не нужно зло, чтобы понимать добро. Также она Мгм. говорит, что это конфликт между жизнью и смертью. Познание добра и смерть, добра и зла– это конфликт между жизнью и смертью. И она говорит, что ей нужно только добро. И она рвет эту книгу черную, там считывается вот этот Адамович, и этот Мессинг, и это все, и этот красный символ цельнозора тоже туда уходит, и она поднимается как ангел вверх Мгм. и говорит, что она вернула свое ожерелье. И в ее пространстве такие вот эти шары, цепочки событий. Я ей передаю, чтобы она расторгла все контракты и освободила все ее живое пространство, наполнила светом, гармонией. И она буквально берет, и у нее на глазах как эти такие миндалины были. Вот это, куда она вкладывала свое. И она эти миндалины вот так открывает, и все ее пространство вот так раскрывается. Эта мишура черная спадает. И я вижу, Мгм. как этот символ цельнозора превращается как в черный такой круг, и ему в лоб бум, и утягивается эта картина со смертью этого Сталина, а Ирина встает и одевает себе на палец кольцо сияющее. Кольцо женственности. То есть Мгм. вот сюда, на этот пальчик она одевает, не на это, а на этот. И оно сияет все, и считывается как женственность. Это принятие руководства первотворца своим мужем, своим отцом для руководства. И я Мгм. вижу, как с ее пространства, как уж такой, такая энергия, ну, больше похожа на пиявку. Сретировалась и ушла. И она крышку так пах, закрыла. Я передаю, чтобы она очистила все ее пространство на всех уровнях сознания и подсознания, закрыла все порталы и приказывала всем интерферентам, всем упырям убираться, забирать карму за каждое воздействие и за все последствия пусть несут карму. Мгм. И Если она не просто взяла его, так я вижу, как выплюнула из будущего, из своей из миссии, просто выплюнула этот негативный опыт. И снова вот так как бы обнимает э, в сторону первотворца и говорит, мне нужен опыт добра. Мгм. Вот выбор человечества. Смотри, как интересно. Это же Библия начиналась тем, что описывает об, этой, об этом событии. Но оказывается, чтобы иметь вот этот Тор, да, правильно действующий,
то нужно быть целостным, гармоничным и познавать только истину и добро. Я ей передаю, чтобы она исцелила свое физическое тело, отказалась от всех взаимодействий с антимиром и исцелила эфирное физическое тело ее детей, ее рода. Пусть полностью уберет я слышу, из своей кармы все претензии антимира. Она священная, чистая душа. Ага. Хорошо. Вот это Поч- нужно запомнить. Надо будет посмотреть еще этот сеанс. Это Мгм. главные шаги. Это очень важно. Сейчас все легко происходит. Вот это. Мгм. А что вот это был за контракт, который она входила в это пространство? Посмотри, она его расторгла, Да, когда это она... вот это было познание зла. Мгм. Так. Пусть Она выбрала, то есть она сделала выбор и выбрала познавать только добро. Мгм. Пусть она все последствия этого контракта исправит, вернет все то, что принадлежит ей, через фильтр, а все чужеродное отправляет на аннигиляцию в антимир. Ну, я вижу, как эти черные энергии, липкие такие, они отлипают от ее пространства, от будущего ее. Хорошо. Пусть она зайдет в тот сон, который снился с этими, как там, который она показывала, и очистит его от всех чужеродных воздействий. Я вижу, что она буквально как будто бы вот этой иглой, этой Мгм. истиной, оно у нее как меч такой вот здесь, где принятие решений, и оно так как стрельнуло такой энергией, так пух, и все, я вижу, как она спит в ее пространстве, свободная. Хорошо. Хорошо, поднимаемся вверх вместе, очищаем пространство, закрываем порталы. Да. Мгм. Спроси сейчас у Ирины, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Отвечает «да». Мгм. Пусть она хотела еще отправить информацию об этом сеансе там, брату Сергею двоюродному, Виктору, умершему тоже. Пусть она опыт передаст. Она переда она передает, как будто Мгм. бы сеет, рассевает, как пшеницу. Мгм. Хорошо. Ну, наполняемся светом, жизнью, любовью, гармонией. Мгм. Зашумели крыльями Мгм. все втроем. Ну, здорово. Мгм. Хорошо. Ну, тогда прощаемся с эфирным телом Ирины. Благодарим ее за ее труд. Мгм. Хорошо. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Да. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Мгм. Всё хорошо. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. Будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.